Здорово! Я рад тебя видеть! Пробую себя в новом жанре. Инди-анимация — это жизнь, как минимум потому, что поддерживать начинающих — это круто, а как максимум потому, что никто никому ничего не должен. Автор не зависит от какого-нибудь условного возрастного рейтинга, и поэтому делает вообще что хочет. Драму, хоррор, комедию, экшен с убийствами и расчлененкой, и все это в одном эпизоде. Но не прелесть же. Ну представь, какая сила содержится в человеке, у которого есть воображение, деньги и которому не мешают цензоры. Короче, сегодня я расскажу про несколько независимых произведений, а также выберу самое из них великое. Как обычно поступают в таких видео. Просто рассказывают про мультики в порядке от худшего к лучшему и все. Я же хочу поступить иначе. Я расскажу о мультиках без четкого порядка, а топ я составлю в конце. Просто потому, что мне так больше нравится. Клиффсайд. Его создал Лиам Викерс, который потом создаст это. А если это тебе ничего не говорит, то это выпускалось на канале Glitch Production. Тех людей, что выпустили Циркус. Ну, Циркус-то точно все знают. Поначалу кажется, что это полная лажа под полнолажным ретро-фильтром. Главный герой стелит так, как никто не стелит, но так как он стал шерифом, он должен доказать, что он крут не только словом, но и делом, попутно заводя странных друзей и беся окружающих. Но на самом деле тут все по заветам Лиама Викерса. Крутой эпик, интересный на самом деле сеттинг и опять конченая монстра-женщина тащит весь односерийный сериал. Анимация местами под вопросом, а местами очень даже под восклицательным знаком. Разумеется, мультик не идеальный, местами глупый, странный, корявый, но целая картина у меня вызвала реально много положительных эмоций. Очень жаль, что продолжение не вышло. Зато недавно вышло кое-что другое в относительно похожем сеттинге. Бомжи, гопники и воры в одном флаконе нашли на помойке ребенка, назвали личинусом, и несмотря на свою маргинализированную репутацию, они не монстры и все-таки взяли с собой малыша. Судя по всему, мультик будет про похождение трех крутышей в ретро-городе в странном сеттинге. И блин, мне нечего сказать. Ну я себя плохо чувствую, но произведение настолько просто хорошее, что про него и сказать-то толком нечего. Мультик крут, однако я не увидел ничего, что делало бы эту анимашку особенной. Ну типа, я видел много мультиков с потасканными друщами, созданными для аватарок женщин в соцсетях. Я видел много добрых среди злых ради статусов женщин в соцсетях. Да даже погрязший в грехах ретро-город далеко не нов. Но тем не менее, это самая качественная посредственность, что я когда-либо видел. Озвучка крутейшая, анимация плавнейшая. Это стоит посмотреть. С покемонов настал жуткий месяц, коротыши пампы. Вот этот чувак, чье имя я постоянно забываю, считает своим долгом напомнить всем о наступании жуткого месяца. Ну и так как это дети, они обязательно что-нибудь поломают, кого-нибудь ликвидируют и возьмут в себя в друзья сатану. Это был бы простой Ньюгрантс-проходничок, но с каждым годом появляются новые серии, сюжет которых, как повелось, является разбухшими последствиями поступок коротышек в прошлом, что вообще-то очень круто. Но в последних двух сериях начался жирный, жесткий, длинный сюжетище, и ну вообще зря. Как же сильно я был опечален, когда в процессе просмотра предпоследней серии я осознал, что мне скучно. Мне кажется, что это плохой знак. Будем надеяться, что дальше лучше, а пока что это какой-то антицирк. Меня не пытаются веселить, ну и мне, в принципе, не весело. Логично, да? Еще было бы логично сейчас... Предлагаю прямо сейчас тебе скипнуть на 10 секунд, потому что мне придется рассказать завязку мультика, у которого 300 миллионов просмотров. В цифровой циркус попадает еще одна бедолага, потому что решила надеть странный хедсет. Все бедолаги при попадании сюда теряют память о прошлой жизни и почему-то очень хотят отсюда уйти. Предводитель бедолаг вот он. Неизвестно, человек он или бот, но в этом мире он типа бог. И поэтому конструирует нашим инвалидам всякие приключения, просто чтобы они не сошли с ума. Мультик смешной, задумка классная и визуал не сосет, но мало. Я знаю, это всего лишь пилот, и я знаю, что дальше больше, ведь это Glitch Production. И они не умеют делать говно, но вот
например, пилот Клиффсайда меня заинтересовал куда больше. В сравнении пилотов разных мультиков, пилот цирка пока что один из самых немногообещающих. Обновление! Пока я делал это видео, вышел Цирк 2! По сути, то же самое, но только круче. Ржака натыкана гораздо плотнее. Драма теперь драматичней. А приключения теперь не унылый заход в подвал, а настоящий Mad Max Pizza Tower Western. И, кстати, про это они додумались добавить в музыку для погони барабаны. По поводу самого эпизода, я сначала не хотел этого говорить, потому что думал, что это полное субъективище и капризище, но другие люди думают так же, так что да, я тоже считаю, что этого как-то маловато будет. Серия очень крутая, но заканчивается она так и не рассказав никакого сюжета про цифровой мир. Я не чувствую, что должен ждать продолжения, потому что мне не рассказали почему. В целом, это все еще не такой атас, как следующее шоу, о котором я расскажу, и пока что я не чувствую себя фанатом. Но теперь верно ждать следующую серию причин поприбавилось. Не с точки зрения, что будет дальше, но с «хочу еще крутоты». Murder Drones. Окей, я расскажу бегло, потому что об этом надо делать отдельный материал. Люди сдохли, роботы начали жить своей жизнью, но ой-ой, кто-то подослал отряд жопистых роботов с огромным арсеналом в рукавах, буквально с острым желанием продать тебе мерч да убить всех бродяг. Видя разрыв между первой и второй серией, велик шанс того, что ты знаешь, что такое дроны, но дальше первых двух серий просмотр твой не продолжился. Это логично. Анимация в первых двух сериях подсос, сюжет в целом интересный, но деталей или сюжетных веток нет никаких. Да и роботы с артами, харчмой и подростковым юмором доверия не вызывают. Но ты совершаешь ошибку! Начиная с третьей серии, каждый последующий эпизод становится глубже, красивее, круче и эпичнее. Дотерпи до третьей серии, и тебя за уши не оттащишь. Если тебе и этих аргументов мало, то дроны — это сериал, где стреляют в детей, где есть где, чтобы понять сюжет, надо его 300 раз пересматривать, и все это создавалось специально для продажи мерчендайза. Я фанат. Расскажу поподробнее в отдельном видео, потому что я еще долго могу мусолить это все. Видео выйдет после последней серии сезона, подпишись, чтобы не пропустить, что ли. У мультика, безусловно, есть минусы. Разветвление сюжета — это, конечно, хорошо, пересматривать веб-сериал по нескольку раз, замечая новые детали — это класс, но деталей становится так много, что к 7-й серии уже и основная сюжетка не очень ясна. Ну и подростковый юмор, да. Ничего против меня не имею, но тем, кто имеет, просмотр дастся с трудом. Йена. Не знаю, стоит ли про него рассказывать. Йену видели все вроде. Ну, короче, двухсоставная чувиха и ее подруга Луна просто по приколу ищут на голову приключения в своем странном веб-кормерке. Здесь есть косвенный сюжет, косвенное развитие персонажей, там что-то там лор, все такое. Но это вообще не важно. Йену не надо понимать, Йену надо чувствовать. Как и почти все анимашки из этого списка. Вообще, весь в мире контент воспринимается приятнее, если ты преподносишь для себя его как свой вид искусства. Ну так вот, если преподнести Йену как сериальчик на вечер, то, конечно же, тебе она не понравится. Ничего не понятно, сюжет решается сам собой, и все действия приводят непонятно куда. Но если воспринимать Йену как музей цифрового искусства, как авторский поток чувств, форм и веб-кора, то это 10 из 10. Больше мне сказать нечего. Сказать-то про Йену нечего, но мне так понравилось монтировать в этом стиле. Времени уходит сравнительно немного, а результат-то какой эстетичный. Здравствуй, стикеры, искусство, ржачка, искание, Air High Road. Ты знаешь, что делать, чтобы все это заполучить. Уничтожающий куб. Эпично, драматично и ничего не понятно. Это не совсем мультик, это аниматик, и от этого, возможно, кому-то будет смотреть не кайф, если он невежда. Все, что можно понять из сюжетной составляющей, это то, что в мире есть разумные технокубы, и что они могут и будут приносить много-много разрухи в человеческий род. Ну и, конечно же, кубики могут складываться вообще в любую форму, но складываются именно в это, разумеется.
Это ж Лиам Викерс. Аниматик прям пропитан видением Викерса, потому что брам-бабам, эпик из ниоткуда, расчлененка, конченые монстра-женщины, которые... Короче, стоит посмотреть как минимум тем, кому не хватает дронов и хочется еще чего-нибудь такого конченого мультика. Лакадези. Я сейчас посмотрел его и... Тут слова излишни. Это надо видеть. Что по визуалу, что по сюжету, музыке или чему-либо еще, это на уровне дронов. Но при этом делалось в 2D. 25 минут чистейшего искусства, где даже титры выполнены так же интересно, как и весь остальной парад удовольствия. И самое сногсшибательное, у этого двухмерного инди-мультика на 25 минут без издателя есть сцена после титров. Сюжет вообще можно уместить в одно предложение, поэтому я не буду его рассказывать, просто чтобы не портить впечатление своей сухой, бездушной выжимкой. Это шедевр, короче. Иди, давай, топай смотреть. Аналог! Я знаю, что об этом говне знает людей едва ли больше, чем обо мне, но это такая тема, что я должен вставить это сюда. На данный момент вышло всего пару серий и пару бесконтекстных анимашек, так что сюжет на данный момент я могу только прогнозировать. И прогнозирую я, что это будет расслабленный мультик с неспешным повествованием, где мир наших героев — это устаревшая игра, о чем все знают и с чем все прекрасно уживаются. Это даже на бумаге звучит как самая охренительная идея для мультика. Ну и в принципе так оно все и происходит. То наша коротышка пытается головоломку видеоигровую решить, то ради цветочка мир сломать. И какая же тут анимация! Все плавно, мультяшно, красиво. А музыка, озвучка... Буквально какой-то отпочечник иены, потому что здесь, как и там, с сюжетом непоняточки, а все остальное просто на высшем уровне. Настоятельно рекомендую к просмотру. Эту вещь мне показал мой кентишка. Вот он. Кстати, про те самые бесконтекстные анимашки. Капец они у них стрёмные. Hello, Boss! Это сериал про демонический бизнес в аду, где бес и его компания за деньги убивают людей нашего мира. Из-за работы, на работе или вообще иногда даже с работой не связано, мы созерцаем любовный путь каждого из главных героев. Путь, который, кстати, достаточно неплохо прописан, но это я забегаю вперед. Первая серия производит просто отвратительное впечатление. Анимация, еле-еле дотягивающая до среднего качества, совершенно бессмысленные хорни моменты и куча матюков не в тему. Мне не противно, для меня это просто чувствуется не в тему. И нет, вторая серия положение дел не исправляет. И третья, и четвертая, и даже пятая. Почти весь первый сезон я заставлял себя это смотреть. Только в конце первого сезона и анимация подтянулась, и начало проявляться подобие красивых сцен, задел на антагониста, развитие сюжета, и вот все вот прям такое интересное. Ко второму сезону к постоянной атмосфере похоти и грубости ты начинаешь привыкать. Из-за ужасной некрасивой обертки ты начинаешь замечать очень даже неплохую конфету. Во втором сезоне много крутых песенок, драматические моменты, которые даже умудряются что-то спровоцировать в зрителе. И сюжет начал быть интересным. Отношения между первостепенными персонажами потихоньку начинают превращаться из затянутой пошлой шутки в сюжетную ветку, следить за которой очень интересно. Несмотря на 50 раз повторенную пошлую шутку. Ха-ха, большая писька, какая потеха. Правда, тут как с дронами. Сюжет такой переплетенный, что бывает трудно переварить всю эту информацию в голове, особенно когда смотришь марафоном. 2 серии развивают одну любовную линию, потом развитие резко превращается и начинают развивать другую. Спустя 2 серии третью, а еще там появляется какой-то крутой антагонист, главный злодей хочет своего сына покрошить. И из-за этого навалившего сюжета я уже и не уверен, это у злодеев мотивация слабовата, или я просто плохо следил. И только к концу второго сезона, спустя больше чем час терпения и огромного комка претензий, ты замечаешь, что ты больше не заставляешь себя смотреть это. В последние 2-3 серии сезона ты по-настоящему переживаешь за героев, смотришь с упоением и получаешь удовольствие от всего действия, даже и не обращая внимания на все эти какашки, озвученные мной выше.
Это все еще не компенсирует мой битый час терпения, но как минимум полчаса я им уже простил. Если стоит смотреть адского босса, то только ради прекрасной последней серии, душевной предпоследней и 6-й серии первого сезона. У него там оценки высокие. Metal Family! С ним практически точно такая же ситуация, как с Helluva боссом. Практически все серии до конца первого сезона довольно среднячковые, но в конце... Об этом попозже. Хотя различие Metal Family от адского босса в том, что его ты с самого начала не заставляешь себя смотреть. С самого начала тебе интересно следить за жизнью этих чудаковатых персонажей. Задумка реально крутая. Единственное, что тебя может отпугнуть от просмотра, это визуал. Практически до последних минут мультика сцены будут пустоваты, либо кривоваты. Словно у чуваков денег нет вообще. Во время просмотра мультик мне всегда казался очень интересным, но никогда он мне не казался красивым. Короче, это один из тех немногих типов мультиков, где визуал это не главное. И я не буду вкидывать спойлеров, я просто скажу, что ни ты, ни я никогда не видели такой предыстории для персонажа в мультике, созданного по приколу. А теперь можно и приступить к оценкам. Открывает наш топ уничтожающий куб. Я бы мог вообще не вставлять его в топ, как не стал вставлять анимашек 5 на моей памяти, но... нравится мне этот мультик. Но я такой, я вырос на играх корпорации Завтра, где простая калитка открывала в сопровождении звуков величайшего триумфа души. Я люблю, когда эпично. Metal Family. 9 место Spooky Month. Юмор реально смешной, визуал красивый. Я очень давно не видел такого, чтобы визуальные гэги в мультиках были воистину смешными. Продолжалось бы все как смешной ежегодный приятный подарок на Хэллоуин, было бы шикарно. Но последние 2 серии реально попортили впечатление. Однако это все равно качественный продукт, который не стыдно смотреть. Helluva Boss. По сути, тот же Metal Family, но с большим бюджетом. После просмотра первой серии я уж подумал, что это будет худший претендент, но последующие серии потихоньку выправляли ситуацию. Пока что это крепкая троечка, а дальше время покажет. Выбор между этими тремя был сложен, поскольку они мне все нравятся одинаково сильно или одинаково слабо. Решил я так. На 7 месте будет Ramshackle. Как я уже говорил, я это все уже видел. И впечатление на меня произвела только качественная анимация. Когда как сюжет, конечно, интересный, продолжение хочется, но не так, как Cliffside. Он у меня вызвал больше эмоций, больше любви к персонажам, а рисовка хоть и попорчена скверной анимацией, но все равно запоминается сильнее, чем у Ramshackle. Ну и соответственно, это что-то там 6 место, занимает мультик сотни тысяч просмотров. Ну, качественный он! Очень плавная анимация с интересным концептом, приправленная прекрасной музыкой в стиле гораздо более близком такому любителю вебкора, как я. А озвучка-то какая... Цирк! Говорю честно, если бы не 2-й эпизод, то он был бы куда ниже в топе. Очень смешно, очень эпично, очень красиво и в целом очень приятно. Яна, этот мультик надо чувствовать, и я его чувствую! Вена — это как сон, где ты попал в чужой мир в чужом теле. В нем нет четкого сюжета, а сон этот жутко нелогичный, но после пробуждения ты понимаешь, что не прочь бы в этот мир погрузиться снова когда-нибудь. Мне трудно это описать словами, но моя душа прям пищит, когда я вижу этот стиль, этот мир, этих странных людей. И остались только титаны. Мне вообще дроны больше нравятся, ну просто душевно они мне ближе, но мне просто совесть не позволит оценить их выше Локодейзика, потому что они по сути равны. Но последний выполнен в 2D, что надо ценить и чего в наше время все меньше и меньше. Ну а еще голову не надо ломать, чтобы понять, что тут творится. Но это еще не все. Достойные упоминания. Сатина! Качественный, красивый и легкий мультик с очень запоминающимися персонажами и забавными сюжетами. В топ не попал, потому что то, что я сейчас сказал, это не краткое описание. Это полное описание. Но просмотр рекомендуется. Отель has been... Это больше не инди-мультик. Испытание на 1 000 000! Вообще, это очень крутая хрень, точно достойная топа. По сюжету тут производится типичное реалити-шоу, но тут есть немного циркуса с его конченным всемогущим богом, дающим нашим уродам испытания. И немного от Squid Game, потому что после каждого испытания кто-то обязан погибнуть. И эта вся хрень интерактивная! Люди, смотревшие мультик, могли выбирать, кого убивать. Мне очень понравилось. Анимация приятная, гэги смешные, а сюжет
ну очень интересный. Я такого острого желания узнать, что будет дальше, тут чувствовал только при просмотре каких-нибудь дронов. Но в топ я не вставил, потому что это типа Object Show, то есть это приурочено к какому-то другому шоу. У этого всего единый фандом, и вообще обозревать одно, не посмотрев другое, это калик. А у меня нет времени, чтобы просматривать 14 лет контента. Но просмотр, обособленно от всех остальных шоу, мне был вполне комфортен. Посмотри, не пожалеешь. Больше ничего интересного не осталось. Я делал это видео 1,5 месяца активной работы. Поставь лайк, чтобы это видео продвинулось и мои нервовые вложения окупились. Заранее благодарен и пока!